Немного рекламы. Основной спонсор канала опаснаябритва.рф в этом году в июле празднует свое пятилетие. В связи с этим грандиозным событием ребята устроили 15% скидку по купону 5лет-19 буквально на все. Вот на все. Вот зашел, вот увидел, вот, и это тоже под ковриком, и на это тоже. Но кроме распродажи. То, что в распродаже, на это купон не действует. А на все остальное, вот, пожалуйста, все, что увидели, пофигу на что, вот на это и пожалуйста. До 15 числа. Кому интересно, ребята, ссылка в описании под видео. Постарайтесь, а то можете не успеть. Сегодня уже 2. Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритвенные, околобритвенные новости. С превеликим сожалением хочу констатировать, что мыло от Nordic Shaving Company уже закончилось, показывать вам практически уже нечего. Ну и во всем этом деле я сам для себя поставил точку. В конце прошлого года, 18-го, у Яри произошел какой-то инцидент с компанией Razor Master, и после этого у Яри осталось не очень хороший осадок, вплоть до того, что он собирается подавать на них в суд. Человек ушел с этой компании, мыло под логотипом, ну в смысле под лейблом Razor Master больше производиться не будет, а если будет, то не Яри. Яри организовывает новый лейбл Nordic Shaving Company и уже в новой ипостаси начинает выпускать свою продукцию. Не буду скрывать, я буду скучать по Razor Master, потому что мне там нравились некоторые композиции запаховые и сама упаковочка была интересная. Но ничто не стоит на месте, человек двигается вперед, и надеюсь, что под новым лейблом Nordic Shaving Company Яри порадует нас еще не одной удачной композицией, в том числе и такими зубодробительными, как ну, тот, который с этим, с костром, со всеми делами. Итак, с этим закончили. Следующее. Тезис о помощи. Ребята, в кои-то веки каждому из нас, вот кто просмотрит это видео, выпадет возможность помочь человеку и помочь не шуточно. Но это не в том смысле, что, знаете, тупая помощь, там, дай денег. Нет. Тут еще неизвестно, кто кому поможет. Но обо всем по порядку. Среди наших подписчиков есть один товарищ, который родом из России, который уехал во Францию и стал учиться. Но, к сожалению, как у каждого из нас бывает, может случиться, ну, слава богу, если у вас этого еще не было ни разу, может наступить черная, серая, любая другая полоса. Наступила она и у Ивана. У него ребром стал финансовый вопрос. Но он, как взрослый мужчина, не идет с протянутой рукой, типа дайте денег, тут не хватает. Он распродает свою коллекцию мыл. Ребята, Barrister & Mann. Те мыла, которые уже не производятся, те мыла, которые уже не купишь, те мыла, которые были выпущены вот такусенькими тиражами. Это все новые упакованные пачки, ни разу не открытые, ни разу вот вообще ничего. Barrister & Mann, ребята. И каждый человек, который пройдет по ссылке в описании под видео, он попадет на страницу в Авито, где сестра Ивана ему помогает, вот организовала все это дело. Купив такое мыло, вы поможете Ивану учиться дальше. Распродает свою коллекцию, он не от хорошей жизни, но в данном конкретном промежутке времени он не может поступить иначе. Но что он дает взамен? Ребята, дает взамен то, что вы сейчас не пойдете, не купите в магазин, даже если захотели бы. Все те вещи, которые он сейчас распродает, они давным-давно уже по коллекциям, давным-давно кому надо. Все эти кусочки мыла уже забрали. Мне почему-то кажется, что не один человек стоял в очереди, чтобы получить все это. Ну, кому-то повезло, как Ивану, кому-то не повезло. А сейчас для вас открывается такая возможность. Поэтому я говорю, еще неизвестно, кто кому поможет. Вы, Ивану, купив то, что он распродает, или Иван вам, позволив купить то, что сейчас хрен возьмешь. Это коллекция, это на самом деле коллекция. Иван предлагал и мне, но, к сожалению, я не могу этого сделать, потому что вот все свободные средства, которые есть, оставляется что-то на жизнь, а все остальное уходит на производство. Сейчас самое главное раскачать старт. Вот старт для меня на данном этапе промежутки времени важнее, чем все вот эти вот приобретения. Хотя, честно скажу, облизывался. Облизывался, там парочка мне так зашла, но
по одежке протягивай ножки. Ну а у вас такая возможность есть. Кто хочет, может поучаствовать и помочь нашему нормальному взрослому человеку продолжить свое обучение на инженера во Франции. Ну и следующее. Тут еще одно такое неординарное событие произошло. Еще один человек, уралец Виталий, Формурал 74, и наш подписчик, у него и свой канал есть. Ссылку на его видео с его экспериментом, с его дебютом я оставлю в описании под видео. Но все, что я хотел сказать, это еще один человек не побоялся взять в руки клинковую, не побоялся первый раз в жизни, не нулевой, не 125, не третий, а первый раз в жизни взял опаску, и все это он снял на пленку и выложил на канале. Я там узнавал себя 2-3 месяца назад. Я не понимал, как он это делает. Это же надо вот так, вот так, вот так. Это кто? Это тот человек, который сам-то еще толком бриться не научился. Но я уже вижу все его ошибки, что он делает не так. То есть, ребята, все-таки толк какой-то есть от вашей помощи, от тех, скажем так, набегов, которые я совершал на каналы своих подписчиков. Вот Олег, Бритва, ну, брить или не берите, Стас и многие-многие другие, где вот Игорь сколько с Юганска помогал, подглядывал, там вот это все смотрел. Ну, опять же, Соуполи, Саня видел, нормально все. То есть мне это помогло. От всей души буду надеяться, что поможет и Виталию. Как это выглядит в первый раз? Как человек, превозмогая то, что у него руки трясутся, все-таки идет вперед. Представляете мужество у чувака? Добрился до конца, все 3 прохода, не зассал, не бросил. Вот это вы все можете увидеть сами своими собственными глазами. Ну а от меня, Виталь, ну для первого раза ты побрился более чем. Красавчик, просто красавчик. Продолжай, не бросай это дело, и все у тебя получится. Но на твой вопрос отвечу. Виталий спрашивает, вот бритва на пике своей остроты, тем более, что точил ее Дмитрий Платахин на притирах, заточил прекрасно. Также и нужно поддерживать эту остроту, или вот она со временем что-то там, как-то там. Виталий, я не знаю, как правильно. Я могу тебе сказать, как я это сейчас понимаю, как я это чувствую. Слишком острая бритва, это не есть гуд. Это не есть хорошо. Да, она будет срезать волос, но вместе с волосом и эпителий зарываться в кожу, и комфортного бритья она тебе не даст. Как правило, это все решается, вот бучер, помните, вот когда вот у меня вот то, что Сергей из Новосибирска заточил, очень сильно подозреваю, что та же самая история. Так вот, для того, чтобы повысить комфорт, эту бритву искусственно тупят. Ну, тупят не в том смысле, что берут там бумагу, а стекло, еще что-то. Нет. Берут ремешок, чуть-чуть его приспускают, чуть-чуть, не намного, не делают его коромыслом. И аккуратненько, без нажима проводят. Тем самым ставят микролинзу. Искусственно чуть-чуть, совсем маленько, децл, на наноуровне. Где-то там, уже вот в тех материях, ставят эту микролинзу, притупляют, и что получается? Получается то, что рез, не теряя своей остроты, уже становится более мягким, комфортным. Это произойдет само собой, если ты будешь достаточно часто править эту бритву на ремне. Со временем, на 3-й, 4-й, 5-й раз это произойдет. Но вот та максимальная острота, на которую способны некоторые заточники, это зло для бритвы. Это не надо. Вот с моей точки зрения. Что думаете об этом вы? Вот, ребята, я специально вот это вот все рассказал, чтобы не только Виталий услышал, но и послушал еще ваше мнение. Эмиль, ручка для фотипа. Ну, я думал, что если ты смотрел то видео, ты уже понял, в чем там собака порылась. Но если не смотрел, для тех, кому это все-таки интересно, я скажу, ребята, фотип это отдельная территория. Вот как сейчас вот получается, что у фотипа своя резьба, у фотипа свои, скажем так, методы изготовления голов. Те ребята, которые любят фотип, которые бреются, у которых он на постоянке, они до сих пор не удумевают, почему все вокруг прогрессируют, а фотип как уцепился за свое, так ничего и не делает, и продолжает выпускать свои головы с теми же самыми косяками, как и год, и 5, и 10 лет назад. То есть это асимметричность лезвия. Очень часто, не всегда, но часто может попасться даже новый образец, в котором лезвие при установке будет стоять криво. И ровно вам его нужно будет выставлять искусственно. Вот такие вот дела. Ну и ручка. Мы не делаем ручки для фотипов, потому что отдельную резьбу ставить, ну там же массовое производство. То есть, если буду делать сразу штук 100-150, а оно надо, одному человеку 2, остальные 98 куда? Ну, ты понимаешь.
И еще на один вопрос хотел бы ответить. Вопрос Бориса. Он совсем недавно мне задал вопрос в ВК. Вадим, подскажи станок для чувствительной кожи. Я, возможно, и так бы ответил, но дело в том, что это 3-й или 4-й вопрос за последние несколько дней. Я решил, а что на видео-то не вынести, чтобы сразу так вот и точку-то и поставить. Итак, станок для чувствительной кожи. Борис, я такого не знаю, таких нет. Их в принципе не существует. Нет ни одного производителя, нет ни одного магазина, где бы ты пришел, тырца, там вот такая вывеска. Станок для чувствительной кожи. Ну нет такого. Мягкие, средней агрессивности, высокой агрессивности есть станки, для чувствительной нет. Как сам для себя я могу определить, вот, вернее посоветовать станок для чувствительной кожи. Раз кожа у тебя чувствительная, то по логике вещей, чем быстрее ты закончишь бритье, меньше возюкая, меньше травмируя, тем лучше для кожи. Для этого что делают парни? И я порой поступаю так же. Они берут максимально агрессивный станок, на который они способны. В том числе и фатип, 41-я голова и же с ними. Ставят туда те лезвия, которые они путем экспериментов подбирают. В таких станках это может сработать как мягкое, так и острое, так и средней острости лезвия. И бреются такими станками. Эти станки максимально острые позволяют тебе выбриться максимально чисто за минимальное число проходов. Вот условно эти станки и можно назвать станки для чувствительной кожи. Почему я делаю на этом акцент? Потому что звучит достаточно, так знаешь, ну нетривиально. Максимально острый для чувствительной кожи. Что там будет? А вот так вот и будет. Ну и с моей колокольни самый-самый-самый вот для меня лучший станок для чувствительной кожи это старт 1.18. Почему? Потому что он, выбривая, как 41-я, делает это несравненно мягче. И уже несколько человек, беря в руки голову 1.18, говорили, так она мягкая. То есть это не только мне показалось, это и люди подтверждают. 1.18 комфортнее, мягче, чем 41-я при той же самой выбриваемости. Но пускай вас это не вводит в заблуждение, потому что если чуть что, она покажет, какая она мягкая. Но пока для вас это всего лишь голословное утверждение, потому что те 5-7 человек, которые уже успели попробовать голову 1.18, но это не общая масса. Поэтому вот я могу это пока просто так сказать авансом. А так ли это или нет для вас, для большинства, это вы сможете понять сами совсем скоро, купив этот станок и попробовав его на себе. Сегодня я еду на производство, потому что вчера уже нам все привезли, я все это забираю. С завтрашнего дня, со среды, начинаем это все отмывать, стерилизовать, раскладывать по коробочкам. От всей души надеюсь, что в конце этой недели мы сможем уже отгружать по магазинам. Ну, в крайнем случае, следующий понедельник. Но я думаю, что на этой спать там зараза буду, потому что уже заждались люди. И постараемся уже начать отгрузку. Ну, а там только время на доставку до магазинов, ну и старт продаж в один день, как это у нас уже принято по традиции. Еще один такой немаловажный вопрос остался, это яки. Яки и новые головы. Я вскользь уже на распаковке, не на распаковке, а на крупном плане в бритье не осветил, просто так акцент поставил. Я с этих яков фигею. Они этих голов уже понаделали сколько? И неплохого качества. Почему? С какого перепугу им до сих пор еще не пришло в голову их маркировать? Потому что ты смотришь на этой картинке, ты визуально там практически одно и то же видишь, но, как с ваших же слов оказывается, что вот этот помягче, а тот поагрессивнее, а этот вообще огонь. Так поставьте хоть какую-то маркировку. Разность в названиях, да, я вижу, но на самой плите хоть что-то сделайте, потому что визуально, внешне, они до чертиков похожи. Вот иди разбери, где там тот самый мягкий, а где тот, который ого. Потому что один из вас написал: Вадим, посмотри вот на этот, я его попробовал, он мне огонь. О чем человек говорил? Человек говорил о комбинированной голове от яков. Нижняя плита у него была закрытая, а верхняя от крокодильчика. Он говорит, этот станок заменил мне 41-ю голову. Так напишите об этом, ёперный театр. Вот этого я не могу понять. Если вы в этом плане меня поддерживаете точно так же, скажите об этом в комментариях или каким-то другим образом. Я обязательно переговорю с яками, чтобы они не только названия станков меняли, ну в смысле разные давали, но еще и на самих плитах хоть что-то бы писали, чтобы мы с вами понимали, а что мы собственно берем. Потому что брать-то там есть что.
Там плиты от 2,5 до 5 баксов. Ну это что? Да это ничего, это вообще даром. Пускай даже это вот гибрид 41 голова будет стоить 5,5 баксов. 41 голову за 5,5 баксов, это что, деньги что ли? Да вообще ни о чем. Тем более резьба наша. Взял он М8 шаг 5, поставил и в путь, и будет тебе счастье. Маркировки не хватает. К сожалению, этого аналога 41 головы от Яков не могу я вам показать. Я только написал о нем, и когда пришлют вопрос еще тот. Но уже на следующем брите я вам смогу показать косорез. Потому что он уже пришел. Да, сами все увидите. На этом разрешите с вами попрощаться. Пошли бриться. И хочу еще раз напомнить. Все эти люди, кто хочет помочь Ивану продолжить его обучение, а за одним практически, за небольшие деньги получить совершенно эксклюзивные образцы мыла. Охренеть какой компании Баристер энд Мэн. Ребята, ссылка под видео. Сходите, посмотрите. Ну все, пошли бриться. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Догоняйте.